Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Узнай будущее. Что ждет? Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 21 по 31 января. Так вот, что же вас ждет? События ближайшего будущего. Давайте узнаем. У нас две колоды. Оракул Ленорман. И мы достанем 4 карты. Узнаем, как будут развиваться события. И колода Таро. Дополним наше восприятие или наше настроение, наше психологическое состояние или в целом энергии и по основным сферам жизни. Ну и в неожиданностях мы тоже достанем карту, какие неожиданности вас могут ожидать в этот период времени. Останемся реалистами, всегда говорю об этом. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас и не передаст ваши эмоции или то, что вас сейчас заботит. Но просчитать что-то наперед и рассмотреть альтернативный вариант определенно стоит, потому что мы смотрим на карты, а каждый продумывает какую-то свою идею, тему или ту задачу, которая у вас сейчас стоит наиболее остро. А время у нас такое, что как раз жизнь учит нас тому, что постоянно что-то меняется, приходит извне в виде, может быть, информации, и себя скоординировать по-новому тоже приходится. Итак, события ближайшего будущего. События ближайшего времени. Что же за будущее ждет рыб и рыбок? С чем это может быть связано? И на колоде Таро первая карта «Неожиданность». Пусть это будут приятные сюрпризы, новости. А может быть и вообще спокойное течение жизни. Никаких нет синкоп, никаких нет неожиданностей. Все идет своим чередом. Давайте узнаем. И вторую карту мы достанем. В чем ваша сила? В чем ваш успех? Что вам помогает? Или какие-то особенности характера, может быть, которые вам именно теперь нужно проявить, и это тоже вам будет в помощь. По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Что нам скажут? Личная жизнь, энергетика. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, события будущего. Кто-то из вас, может быть, будет заниматься вопросами недвижимости, дома, кто-то работает на дому, кто-то учится на дому. Для кого-то из вас именно домочадцы и все, что с ними связано. Вот тема номер один в эти 10 дней. Но сама по себе карта, она очень добрая. Положительные всяческие энергии. Когда у нас все идет, правда, своим чередом. Это карта уверенности, это карта нашего базиса, как якоря или того места, куда мы приходим отдыхать. У кого-то может банально проиграться как ремонт дома, или вы задумаетесь сделать свое жилье более комфортным, а для кого-то из вас где мой дом? Такие вопросы, может быть, и связаны с переездом, купля-продажа недвижимости. Мы все абсолютно разные. Вот вопрос недвижимости дома или места вашего пребывания или взаимоотношений с вашими близкими, родственниками – это основные где-то или события могут приходить, или вы сами будете думать, может быть, о переезде в этом контексте. Давайте события ближайшего будущего. Для кого-то к вам приедет конкретный человек, или вы будете ожидать кого-то, а кто-то будет собирать, опять же, информацию по поводу недвижимости, если хочет, к примеру, продать, или если вы хотите работать на дому. Много контактов, в принципе, если мы по отдельности рассматриваем эти карты, и аркан-букет, он в себе собрал разные цветы. Вот в этой корзинке совершенно разные цветы нам изображены, и это означает, первое, вы можете иметь контакты с людьми на расстоянии, с людьми разной культуры или с разными в плане, которые стоят немножко не на той лестнице иерархии, как вы, к примеру. По этой карте могут быть еще те контакты, которые, ну так, недолговременны. И второй момент, в принципе, про долговечность нам говорит тоже, что у тебя в эти 10 дней может приходить самая разрозненная информация. Что-то для тебя будет, ну, просто как информационное поле. Но есть и рациональное зерно. И тогда, если ты видишь, что есть что-то рациональное, или тебя это заинтересовало, куй железо пока горячо,
потому что букет склонен к увяданию. Не упустить время. Может быть, жизнь сведет с каким-то нужным человеком или интересным человеком. Вас заинтересует какая-то сфера деятельности, или вас заинтересует изучение языков, или вы просто заинтересуетесь новым знакомым или знакомой. Но общение, как будто приятное общение, диалог какой-то, когда мы слышим друг друга, он присутствует в эти 10 дней. Давайте откроем следующую карту. У кого-то гора– это всегда препятствие. Может быть связано, что вы уже давно хотели переехать, или вы пытались переехать, но что-то не состыковалось. Было какое-то препятствие. Не получается что-то сделать именно в том контексте времени или временных рамках, как вы бы этого желали. Преодолеть как это препятствие вы можете обдумывать, искать, кстати, информацию, и тогда рациональное зерно вы, правда, какое-то найдете. Я бы вообще сказала, в эти 10 дней не торопитесь. Когда выпадает гора, нам нужно подумать, как ее обойти перед тем, как стремиться. Тут не реванш через вершину брать, а нужно продумать, каким образом действовать. Давайте я открою следующую карту. У кого-то это может быть связано еще и с личной жизнью буквально, когда люди друг друга не поняли, к примеру, так, и много будет разговоров. Может быть, прояснить какую-то ситуацию вы можете. Для кого-то из вас окончательно может быть недопонимание с одним человеком, и вы можете поставить точку, и я такое допускаю. И подумать о том, что мне надоело постоянно брать какие-то либо реванши, или искать обходные пути, или принимать какое-то соломоново решение. Тут у каждого будет по-своему, но в целом, чтобы подытожить, вопросы дома, вопросы общения с близким окружением, именно больше личная какая-то ваша история, личная жизнь или личная ваша задумка. Может быть, это какое-то дело, и вы работаете на дому. Вот этому вы будете уделять больше внимания. Но все же у вас выпадает аркан сердца. Поэтому какая-то личная история, она на кону есть. И даже для тех, кто один или одна, ну, как минимум, надо подумать, чтобы завершить, может быть, свое одиночество. По аркану сердца нам могут признаться в любви. Вы можете сами заинтересоваться кем-то, причем вы можете заинтересоваться человеком, который не совсем вписывается в ваши представления о продолжении контактов. Все-таки букет, он подразумевает, что люди разные, мы говорили с вами об этом. Но, может быть, своей необычностью вас этот человек как раз и заинтересует. Или необычным ходом мыслей. Но в целом, конечно, карта сердца будет говорить о радости, и поэтому, несмотря на гору, на какие-то препятствия или на ворох какой-то информации, в целом эти 10 дней достаточно стабильны и приятны. Подведем какую-то финишную прямую всему тому, что мы уже сказали. Поэтому добрые энергии этих 10 дней. Давайте откроем неожиданность. А ведь правда вам нужно принять какое-то решение. И пока решение мы не приняли, мы не можем действовать. Но как только решение будет принято, может быть, эту информацию, кстати, вы услышите. Эта информация может очень такой быть быстрой какой-то, неожиданной, поставить вас поначалу в тупик. Вот, кстати, у кого-то гора проиграется, что услышали новость и, ну, условно, мы, ну, так замерли на какой-то период, не знаем, как к этому относиться, что об этом думать. И тогда, в зависимости от того, что вы услышите, вы, скорее всего, будете собирать или дополнять услышанное, проверять, может быть, информацию и перекладывать на свою жизнь, чтобы разобраться, как это или что это может быть лично для меня. Давайте я раскрою. Вообще по тузу жезлов мы от чего-то не отказываемся. Тут, правда, может альтернативный вариант возможностей быть. А вообще очень много будет информации. По пятерке жезлов может быть и человек, кстати, который нас подводит. Он нам пообещал, а потом о нас либо забыл, либо у него самого так сложились обстоятельства, что он предпочел думать о себе. А то, что он кому-то давал слово, для него это вообще дело десятое. Вот с такими вы можете столкнуться. Вы можете столкнуться еще и с фейками, мои дорогие, поэтому информацию точно перепроверять.
аркан букет. Но хотя бы одно рациональное зерно в этом ворохе потока информации определенно будет. И вот оно, туз жезлов. Одна какая-то мысль, идея, услышанная новость, она достойна ну, того, чтобы вы это обдумали. Но большинство, то, что вы будете слышать, для вас будет казаться неожиданностью, но большого значения в вашей жизни не принесет. Поэтому не торопитесь включаться в какие-то дела. По пятерке жезлов нами иногда могут пытаться манипулировать, втягивая в какие-то ну, обсуждения, или чтобы мы кому-то помогли, или чтобы мы начали именно действовать так, как удобно какому-то человеку. Вот такой вихрь какой-то, как и ненужной информации, так и ненужных действий вы, как неожиданность, можете встретить в эти 10 дней. В чем же ваша сила? А вот правда у кого-то вот это рациональное зерно будет как старт в будущее. Карта колесницы, не оглядывайся назад. По аркану колесница, вот мы как будто сидели спокойно и ничего не предвещало, и мы узнаем что-то, либо приходит какое-то предложение, мы быстро собираемся в дорогу и куда-то едем, именно потому, чтобы не упустить время. В целом это старший аркан, и он как раз нам о неожиданностях говорит, но самое главное, не оборачивайся назад. Тебе отсюда только вперед. Встречай все новое, что приходит на твой порог. Тут самое главное не застрять в какой-то ненужной философии. Или, может быть, вот эта гора, если у вас что-то пробуксовывает в какой-либо сфере вашей жизни, и все никак какой-то вопрос не решается, может быть, есть смысл поменять методы. Вполне вероятно, тогда карта будет гора говорить о том, что ты поменяй либо отношение к чему-то, либо поменяй свой способ действий. И тогда, скорее всего, ты какой-то вопрос решишь. Но обдумать именно в каком-то новом ключе, новые действия вам будут помогать. По аркану колесницы есть еще и скорость, быстрота. Мы должны держать в это время, в эти 10 дней, не просто руку на пульсе, но, наверное, еще и ухо прикладывать так буквально ко всему, что мы слышим, где-то перепроверять эту информацию, чтобы не упустить рациональное зерно, но и с другой стороны не быть втянутым в те дела, вопросы, которые больше нужны кому-то. Ну, давайте посмотрим. Ну, к неожиданностям на всякий случай нужно быть готовому. По аркану справедливости, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба. Держите внутреннюю гармонию, баланс, всегда весы изображают. Это предполагается то, что мы перед тем, как на что-то согласиться, сначала продумываем, к примеру, как это относится с законом. Всегда по аркану справедливости идут причинно-следственная связь, поэтому, может быть, тот вопрос или дело, которое вы пытались решить в предыдущий период времени, как раз в этот период и может решиться. Вам могут прийти на помощь, может быть помощь, как и ваших близких, или, может быть, это просто тот человек, на которого вы не надеялись. Это как пространство нам помогает руками других людей, потому что, возможно, вы что-то сделали хорошо, но в целом на дела, на работу, на бизнес, на учебу, на все ваши планы, документы или у кого-то походы в банке. Вот смотрите, когда выпадает справедливость, это закон. И мы должны что-то делать по закону. Закон нарушать ни в коем случае нельзя. И, может быть, нужно, даже если вам что-то предлагают в обход закона, тогда следует точно отказаться и не быть втянутым туда, куда не надо, будем говорить так. Потому что если мы действуем по закону, тогда мы получаем защиту. Если мы где-то так это вот схитрили, когда выпадает этот аркан, нам как раз обратка какая-то может вернуться. Ну, по крайней мере, в эти 10 дней здесь что-то должно быть по справедливости. Может быть, это вы в таком состоянии души, кстати, когда вы думаете, что закон не работает. Или как-то в жизни моей все несправедливо. И тогда я достану вторую карту. Вот для вас тогда что это будет означать? Королева чаш. И тем не менее, вы знаете, какую-то ненужную философию вам нужно оставить. Вам нужно перевести или где-то отойти от эмоций и больше быть прагматиком на этой неделе. Все же у нас королева чаш – это прообраз в предыдущих, ну, в старинных картах это была королева-русалка.
И русалка, понятно, она непознанная или как то, что мы отрицаем. С одной стороны, альтернативный какой-то вариант для себя, если он в соответствии с законом, для себя рассмотреть стоит. С другой стороны, если вы столкнулись с патовой ситуацией, тогда будут карты говорить, тебе сейчас очень важно как раз, может быть, провести какие-то согласования или ищи поддержки в официальных учреждениях или обращайся снова и снова, может быть, заручись поддержкой адвоката или проконсультируйся у юриста, как тебе решить какой-то вопрос. Но переложи свои эмоции именно все равно на практику. И тогда что будет? Вторая карта, которая нам говорит, никому, что вам еще будет где-то помогать. Когда вы слушаете, безусловно, интуицию по верховной жрице, тут какой-то вопрос не решится легко и просто, может быть, вот правда, у кого патовая ситуация, но он может решиться. Я тогда скажу, что хитрить вам придется, мои дорогие, не в плане закона хитрить, а, к примеру, никому не говорить, не рассказывать о своих далеко идущих планах, потому что чем меньше вы о себе рассказали, тем больше бонусов вы себе добавили. Не пытайтесь искать сочувствие, не пытайтесь искать поддержку какую-то, потому что вот есть какая-то ситуация, именно чисто либо деловая, либо для решения конкретного вопроса, который вам придется решать самому или самой. Вот совершенно неожиданно, и к чему это идет. Ну, правда, хитрить придется, потому что с вами могут хитрить. Тут, правда, для кого-то может совпасть та история, что закон в отношении меня не работает. И хитрить придется. И при этом быть осторожному. Для кого-то ситуация, вот посмотрите, все равно выпадает аркан сила. И два старших аркана, как верховная жрица, так и как карта сила. А сила это у нас опять же баланс, где-то как весы. Сила ваша в дипломатии. С одной стороны, мы никому не сказали о наших намерениях, но производим хорошее впечатление. При этом имеем какой-то свой план. И как раз может быть какое-то соломоново решение, правда, придется принимать. Или есть какой-то подзаконный акт для того, чтобы решить вашу ситуацию. Есть какой-то вариант решения вашего вопроса. Но прежде чем вы его проясните или откроете, вам придется пройти некоторый путь. Но я так вижу, что в эти 10 дней вы явно что-то решите, это точно. Потому что завершается арканом сила. Но при этом вы должны быть очень внимательны. Вы можете сталкиваться с теми людьми, которые вам не говорят всей правды. Вам будет интуиция эту правду где-то подсказывать. Поэтому, если вас буквально, вы обратились к одному чиновнику, вам как отказ какой-то дали или развернули в этих дверях, войдите в другие двери. Продуманность ваших действий вам поможет решить какой-то вопрос. Давайте, что же по финансам? Отшельник. Да и по отшельнику. Отшельник это дервиш, для кого деньги вообще не важны. Но мы реальные люди на планете Земля, но тем не менее по отшельнику как будто есть какая-то идея, задумка, тема, которая важнее, или пусть это как ваш жизненный путь, который очень важен сейчас. Может быть, он как раз решение какого-то вопроса от денег будет зависеть. И такое тоже могу предположить, что же это такое. Нет, все-таки нам карты опять же говорят, ты себе не навреди. Девятка жезлов, у вас хватит физических сил. Но всегда это карта великой мощи в герметической колоде Таро, и тем не менее. Мы действуем только в двух случаях. Опять же, сохраняем собственные силы и куда-то не торопимся. Мы действуем в двух случаях. Первый– это когда вам угрожает опасность. И второе, чтобы не упустить какую-то возможность. Продумывайте свои действия по части денег. Поэтому, если у вас есть какой-то конкретный интерес, вы должны что-то осуществить или за что-то вы должны проплатить, то проплатить нужно. Найти деньги, к примеру, даже если таковых нет, вы сможете, потому что, ну, есть определенные люди, которые вас будут поддерживать, или способ какой-то. Для кого-то из вас, может быть, это как раз будет означать через деньги вот смена жилища или перемещение куда-то в то место, где более безопасно. Меня смотрят люди,
из разных стран. Для кого-то из вас это вот этот забор, девятка жезлов, это вы решаете финансовую тему, когда вы, может быть, не получили деньги. И сидите, словно этот отшельник, и не можете ничего предпринять. Потому что не совсем от вас зависит решение проблемы. Может быть и так. И что же тогда дальше, как карта совет? Но все равно праздник после победы у вас будет, правда? Вы решите какие-то вопросы по части документов. У кого-то учеба, у кого-то документы, у кого-то работа, получение новой должности, у кого-то с законом связано. Добрая энергия ведь на самом деле, мои дорогие рыбы-рыбки. И по части денег все равно. Либо деньги приходят, либо кто-то вас выручает деньгами, субсидирует, или подпишете, может быть, вы какие-то финансовые документы, или же найдете какой-то вариант, если у вас как основная тема стоит по поводу дома, недвижимости или места вашего пребывания. Решение вопросов определенно есть, но очень продуманные. Аркан умеренности ведь тоже говорит, не торопись куда-то, не торопись. Да, по аркану колесница, может быть, и будет тот день, как минимум, когда вам придется быстро именно принимать решения. Но это та концепция какого-то дела, когда вы получаете извне новость, информацию, или вы понимаете, что именно теперь нужно действовать. Но сказать, что вы себя сами куда-то подгоняете, пришпориваете, нет, вот это точно нет. Вам нужно сохранять спокойствие и баланс. И, по сути дела, нам уже об этом карты сказали. И по части личной жизни умеренность, ну, где-то в той же концепции, может быть, как было в предыдущие 10 дней. Хотя для кого-то и признание в любви я тоже не исключаю. Но у вас, мои дорогие, есть какие-то другие темы к решению. Тут в личной жизни я так вижу больше безоблачно. А вот по части дел и денег вопросы есть. Но у вас это получится решить. Карта совет. Туз чаш. Правда, вас может поддержать близкий человек, как и любимый человек, так и друг какой-то надежный. В принципе, туз чаш– это когда мы радуемся, это карта счастья, это когда сбывается какая-то наша мечта, пусть не глобальная, но в контексте какого-то одного сбывшегося желания нас определенно это вдохновляет и вселяет в самих себя уверенности. Правда, радость сама по себе или, может быть, исполнение, как вы ожидали. Предложение руки и сердца. Вот, кстати, такое вполне тоже может проиграться. Или какие-то приятные новости, может быть, от ваших близких или от вашего любимого человека. Вообще сохраняйте позитив. Карта говорит как совет. Сохраняй хорошее настроение. И даже если какие-то ситуации вам выглядят поначалу патовые, или вы находитесь в какой-то неразберихе, в какой-то путанице, все вы отстроите, мои дорогие рыбы и рыбки. Сохраняйте как и спокойствие, так и уверенность, и позитивное отношение, милосердие к своей собственной душе и к самим себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.